Что это вообще было? Новый iPhone, а его как будто собирали в подвале пьяные дизайнеры Xiaomi. Ну давай, рассказывай, что ты подумал, когда вышел новый iPhone 17 Pro? Я думаю, что ты не один, у кого случился культурный шок. Реакция была примерно такая: а чё это вообще такое? Оно выглядит как дешевый китаец. Цвет блевоты. Дебилы покупают. Так подумали многие, особенно там, где к переменам относятся с осторожностью. Давай копнем глубже. Что, если уродство от Apple — это очередная стратегия? И если мы потянем за оранжевый шнурок, то вытащим кое-что интересное. Сегодня мы ответим на 4 вопроса. Почему Apple сделала такое уродство? Зачем она выбрала именно оранжевый цвет? Почему телефон смахивает на Xiaomi? И зачем ты включил видос? Стоп! Внимание! Медленно подписываемся на канал, ставим лайк и продолжаем смотреть этот ролик. Итак, мы привыкли, что у Apple выглядит все эстетично, воздушно, премиально. И вот они показывают телефон, после которого хочется промыть свои глаза, чтобы понять, точно ли ты находишься не во сне. Все потому, что Apple умеет диктовать тренды, даже уродские. Они ведь знают, что если сделать что-то спорное, то об этом будут говорить. А если сделают они, то говорить об этом будут все. Перейдем к самому жгучему цвету. Космический оранжевый. Цвет, который раздражает. Цвет агрессии, вызывающий аварийную ситуацию. Причем у Apple уже есть этот цвет в Apple Watch Ultra. Там есть кнопка, которая вызывает спасателей именно оранжевого цвета. Я вообще думаю, что вся базовая линейка 17-х айфонов — это для жестких нормисов. Там есть черный цвет, нормальный блок камер, так еще и стоит дешевле. Берем. Конечно, Apple не отделила нормисов в Pro-версии, они добавили серый или синий цвет. Ну, если уж хочешь пользоваться последними моделями, но не хочешь оранжевый, бери обычный, скучный. Даже сами Apple говорят, что оранжевый — это вызов аудитории. Люди постоянно просили в Pro-версии сделать какой-то интересный цвет, ведь цвета яркие достаются только базовым моделям. Аудитория просила, Apple сделала. Только все ожидали красивого цвета. Ну, извините, вы у кого просили? Оранжевый цвет не для всех. Это цвет нефоров, андеграунда. Все то, что вызывает какое-то отвращение либо отторжение от общества. Это для тех людей, которые не боятся показаться странными. А если пристегнуть эту веревочку и ходить как в нулевых, только не на шее, а на плечо, ну выглядит реально стилево. Тебе кажется, что это провал? Ну давай развернем ситуацию с другой стороны. Это бесплатная реклама для Apple. Каждый, кто видит этот телефон, причем неважно где, в интернете или просто на улице чего прошел, все равно остается какая-то реакция, обсуждение. А это Apple и надо. Блок камер. Следующая тема. Проблема в том, что красивый iPhone уже не удивляет людей. А тут бам, и новый дизайн. Броский, яркий, странный. Да, он похож на поделку из Алиэкспресса, но он этим и цепляет. Apple уже поняли, что дорогой и красивый уже не работает. Людям надоело, им нужна эмоция. Пусть даже негативная, но все равно эмоция. Потому что эмоция равно внимание. А внимание — это деньги, которые Apple любит. Так работает весь мир. Когда ненависть и любовь соприкасаются, то получается выигрыш. Обсуждаемость. Но в любом случае Apple могла сделать все компактнее, но она решила пойти по-другому. Apple делает из уродства оружие. Камера топ, железо прокачали, теплоотвод новый, материалы премиум класса. Ну, конечно, насчет корпуса есть парочку вопросов, но в следующем году уж точно будет все. Я еще хочу сказать небольшую, но весомую стратегию Apple. Номер 3, о которой я расскажу в Telegram-канале. Они напрямую говорят, что у них нет конкурентов. Ну как-то нет. Есть. Например, у камер айфоновских есть прямой конкурент. Профессиональная камера. Apple считает несерьезным поведением, когда конкуренты, коллеги по цеху, показывают возможности камеры на снимках, сделанные не на эти телефоны. Самый яркий пример — фотки Луны. Теперь мы тренируем память.
Вспомни, что было, когда вышел 10-й iPhone. Все просто пи***ли про то, насколько эта челка уродская. Что было потом? Все телефоны стали выходить с этой челкой. Получается, уже можно загибать пальцы. Маловато как-то. Сколько новых моделей у андроидов будут выходить с таким же цветом. Вот почему ты включил это видео, потому что тебе не пофиг. Все вокруг об этом разговаривают, и ты находишься в этом же инфополе. И это и есть тот самый тренд, который Apple сами и задали. Ну теперь, когда ты все понял и не хочешь быть вот этим нормисом с черным айфоном, ответь себе на вопрос. Ты реально не хочешь новый iPhone? Или просто не готов признать то, что Apple тебя обхитрила? Но это только айсберг. Если ты хочешь убедиться в этом, то тебе следует подписаться на мой канал, потому что дальше будут видосы про Тима Кука и Стива Джобса. И там точно все станет понятно. Ну все, вода закончилась, видос тоже. Поэтому подписывайся на канал, ставь лайк и переходи в телегу. Пока.